Мальчики и девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Сегодня у нас расклад следующего плана. Отталкиваюсь от того, что подсказала колода Таро. Туз пентаклей, шестерка мечей. О чем это говорит? О том, что мы уклоняемся от каких-то возможностей в нашей жизни. От чего-то мы отказываемся. Ну и как-то так сложилось, что на почве этих двух карт у меня возник расклад и определенные вопросы. Так что сейчас будем глядеть, от чего же мы отказываемся. В чем вообще суть послания, да, идет нам. Расклад будет на одну позицию. Ну и, возможно, в дополнение еще какую-то колоду буду брать, подсмотреть, от чего же мы отказываемся. Хочется какой-то нестандартный такой раскладик. Может, знаете, как сработает, исходя из последних раскладов, знаете, как некий пинок, да, такой, для того, чтобы мы начали действовать. Ну, в любом случае, сейчас поглядим, какую инфу нам пытаются донести свыше. Итак, давайте-ка поглядим. Там вопросов у нас немного будет, 7 штук. От чего мы сейчас отказываемся? Ну, вы понимаете, да? Вот я подготавливала колоду, на дне был туз пентаклей, и вот он здесь же. От чего мы отказываемся? Очень интересно, так мы отказываемся. От каких-то перспектив, которые как бы еще, ну, в физическом мире разгон не взяли. То есть они как бы есть, да, где-то там в пространстве. И дело в том, что эти перспективы вы или что-то продумали, или что-то проанализировали, или просто научились уважать и любить себя. И вы поняли, что эти перспективы, какими бы они красочными не были, да, они вам могут принести разбитое сердце. То есть явно не то, что вы хотите. И плюс еще, от чего вы отказываетесь? От того, что вам приходилось выбирать либо-либо. Ну, то есть, да, или я с этим человеком и в любовницах, или я от него ухожу и ищу себе достойного партнера. Ну, это как пример, да, самый такой банальный. Или же я отказываюсь от отношений с каким-то персонажем, который постоянно там меня, допустим, занижает мои способности, да, пытается там как-то не в то русло вообще меня направить. Якобы друг, но советы дает так, чтобы тебя на убой вывела, кривая. Ну, вот что-то из этой области. Тут также идет, знаете, упущенная прибыль какая-то. Но упущена она из-за того, что разрушается какое-то экономическое сотрудничество. Это может быть и как по работе, и как в партнерстве. Да? Возможно, вы зависели там от своего партнера в деньгах. Или же что-то, что касается денежных вопросов. Это и наследство, и тому подобное. В общем, подстраивайте, ну, ситуацию под себя, а я буду глядеть дальше. От чего отказываемся? В любом случае, эта ситуация, да, по деньгам вот вы отказались, но посмотрим, что вам это принесет, да? От чего отказываетесь? Еще хочу посмотреть.
Ну, глядите, здесь, да, может быть, конечно, и мужчина, причем ваш бывший или еще нынешний муж, или же это партнер, в общем, не суть важно. Но вы обособились от этой ситуации, то есть вас явно что-то не устраивает терпеть дальше. Была какая-то стабильность, был какой-то порядок, было все ясно. И вы ушли. Да, вы что-то потеряли, но, видимо, что-то и приобрели взамен. И это что-то, что вы приобрели, куда важнее вот этого туза пентаклей. То есть, если вы переживаете, что вы очень сильно потеряли в деньгах, нет, вы не потеряли очень сильно, потому что здесь пентаклевой масти очень мало. Возможно, кто-то из вас вообще ушел с работы, на которой, вот знаете, вот нелюбимая работа. А если и любимая, то вы вот, ушли на покой, отдохнуть хочется. Вот прям в медитацию уйти, да, в отшельника. Но есть ситуация, которая вас разочаровала в этой стабильности, которая была. И вы, в принципе, делаете все правильно. То есть вы уходите от таких моментов, где вам нужно выбирать или вам это надоело. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. Что же поспособствовало тому, чтобы вы отказались, да, от этого? Что поспособствовало? Долго ожидали чего-то. Долго ожидали какого-то предложения. Ну, здесь тоже как любовная тематика проигрывается. Но не факт. Может и не только она проиграться. Что этому поспособствовало? Глядите, долго какого-то предложения ожидали, да? Но оно не произошло. Это как и в партнерстве может быть. Может, вы ожидали, что человек вас выберет или уже будет готов узаконить, да, ваш брак. То есть поставить вас в статус законной супруги. Либо же вы ожидали, что там повышение какое-то будет, а не случилось. Не случилось и не произошло. И вы поняли, что все, хватит терпеть, хватит чего-то ждать. Надоело мне вот эти вот внутренние метания свои. Терпеть. Из второй колоды выпадает туз пентаклей. Что поспособствовало этому? Ну, глядите, тут нерешительность, тут негативное влияние есть. Во-первых, человек непрактичный. Тот, от которого вы ожидали каких-то действий, да, поступков, какого-то предложения, если это начальник. Во-вторых, эта ситуация не просто так вам дана. То есть в отношениях с тем человеком у вас была ошибочная преданность. Это может быть и работа. Особенно вот девочки могут, да, грешить таким, что на работе отдаются прям по полной. Этого вообще делать не рекомендовано и не стоит ни при каких обстоятельствах. То есть там переживать за предприятие, что будет, там вот надо сделать лучше, чтобы, знаете, вот как работая на дядю, относиться как к своему детищу, к работе.
вот нельзя этого делать, видимо, если рабочие моменты, то здесь именно об этом ситуация. Вы как закрыли, понимаете, вы закрыли себя от ситуации, которая долго не решалась и вряд ли решится в ближайшее время. Вам просто надоело сидеть и ожидать, понимаете, вы осознаете, что вам нужно что-то делать, а вот эта ситуация вам не давала. Такой еще момент, что или вы ушли из дома, да, или же кто-то ушел из дома. Но так как я гляжу на вас, то я могу предположить, что вы ушли, ну здесь, понимаете, если, ну, дословно, да, по картам брать, да, уйти из дома. Но вы ушли, может быть, из какой-то организации, из какого-то места, из отношений, где вот, казалось бы, все уже упорядочено. Но вас именно вот добила вот эта вот двойственность, вот эта вот нерешительность чья-то. Кто-то, понимаете, вы кому-то отдавали, а человек был заблокирован по отношению к вам. И здесь карта дьявола падает. Во-первых, тот человек под определенными энергиями, и вы отказались, да, от этого, то есть все, не хочу с этим быть связанным никак. Или же здесь еще может быть момент, что на вас были влияния, но я вижу, что вы отказались от этого. То есть, если они еще и есть, то нужна чистка, да, но во всяком случае от ситуации, где вот эти вот дьявольские силы на вас постоянно влияли, вы уже ушли. Здесь еще проходит такой момент, как зависимость от денег. Либо кто-то был зависим от денег, либо вы были зависимы и поэтому не хотели уходить. Вот как-то, понимаете, вот думали над этим вопросом. Закрывали глаза на недостатки. И вам, видимо, это надоело. Хочу посмотреть, что на этого дьявола. Здесь еще момент с... К примеру, вы там выяснили на работе, либо что ваш партнер, да, вот, ну, как-то незаконные денежные вопросы решает. И, ну, вас это не устраивает. Вот есть такой момент и аспект, что есть женщины, которым, ну, по сути дела, насрано, откуда мужик берет деньги для того, чтобы обеспечивать ее прихоти. Ну, это я так утрированно, кратко, но по факту. А есть женщины, которым не насрано. Почему? Потому что если брать законы мироздания и обмена энергии, получается, ты вкладываешь в мужчину энергию, он ее трансформирует в неадекватные цели, да, в неадекватные те же заработки, которые незаконные там идут, какие-то махинации. Ну, то есть, по факту, и ты несешь ответственность за то, что ты поощряешь мужчину своей энергией на это. Ну, потому что тебе просто нужны эти бумажки, ты от них зависим. Поэтому, вот тут интересно, понимаете? Отчасти я вижу, что и ваша есть некая зависимость, но и вот та сторона, которая противоположна, там вообще какой-то трэш.
Очень интересно, конечно, на дьявола здесь падает. Во-первых, вам показали, вам подсветили этого человека в пространстве. То есть вы какой-то ритуал, возможно, сделали и поняли, что вот эта персона, она и есть вот эти вот иллюзорные цепи, которыми вы скованы. То есть из-за него, из-за нее, да, вы вот в какой-то нерешительности, в какой-то болтанке находились и терпели какие-то моменты свои. Терпеть мог каждый человек по-разному, да, у каждого своя граница дозволенного. Сейчас вопрос не об этом. Вопрос здесь четко поднимается о том, что вы готовы пожертвовать чем-то, особенно в деньгах. И не только в деньгах. Почему? Потому что здесь пока что денежных больших карт нет, да. Здесь только проекты, перспективы, новые начала, возможности, то, чего, ну, по факту еще ручками мы не потрогаем. Мы только это в пространстве прописываем. И вы готовы пожертвовать этим, потому что либо долго вам обещали одно, не выполняли. Обещали одно, делали другое. И вы постоянно, понимаете, метались между тем, а стоит ли это терпеть или пора уже валить отсюда. Так вот, по этому дьяволу вы увидели, вы прям подсветили вам человека. Либо обращались к мастеру, либо какой-то ритуал проводили, договаривались с силами вы. И знаете, какой договор? Вы чистку делали, это однозначно. Уж не знаю, что вы там чистили, но здесь вы как отомстили за то, что у вас забирали ваши дары судьбы. Это не только могут быть деньги. Это однозначно не только деньги. Это вообще и ваше счастье, и ваш покой, и ваша радость, и ваши силы внутренние, да, и ваше вообще желание, ну, я не знаю, жить, творить и быть счастливым. Здесь пока вас держали вот в этой двойственности, да, вот этой двойке мечей и в семерке пентаклей, вы теряли свой ресурс и свои возможности, новые какие-то, понимаете, витки вашей судьбы, где вам было бы намного комфортнее, чем рядом с этим человеком. В этой ситуации, да, в которой вы находились, может быть, там и не один человек. Давайте посмотрим теперь так. Третий вопрос. Что вы теряете в данной ситуации, вот отказавшись от этого? Что вы теряете? Сейчас я хочу еще 3 карты выложить. Но здесь по суду. Да, здесь так и должно быть. Что вы теряете? А то, что если вы чего-то и добивались в этом сотрудничестве, понимаете, здесь и рабочие моменты, и ваши перспективы, планы на будущее. Если вы чего-то и добивались, то, понимаете, это была пирова победа. Ну, по факту, вроде бы как выиграл, а все равно стоишь на том же месте. Здесь также могут проходить треугольники, не исключаю этот факт. Ребят, что вы теряете? Да нестабильное сотрудничество вы теряете, понимаете? Здесь, если кто переживает, что вы много потеряли, нет, вам кажется, что вы что-то потеряли. В деньгах вы точно не потеряете, больше приобретете. Если переживаете, что вот было сотрудничество, да, вроде как все было классно и хорошо, нет, переживать вам не стоит. Почему? Потому что вы избавились от персонажа, от ситуации, да, от какой-то там организации, где вас предавали.
И постоянное, вот знаете как, вот у вас действие, энергия ваша, там уходили на борьбу за комфорт, за роскошь, за самодостаточность, понимаете, за то, чтобы вас уважали, к примеру, за то, чтобы к вам прислушивались, за то, чтобы вас там вообще за человека считались с вашим мнением. То есть не думайте, что вы потеряли многое. Это из области, знаете, если это друг, так это у вас был друг. Вас там другом не считали, там человек жил и смотрел только в свое рыло. Если это по работе, значит, ну, вы отдавали здесь свою энергию. Вы как аккумулировали к действию, понимаете? Вы аккумулятор действий. Давали вот эту вот, я не знаю, как это, заряд, да, если хотите. И это приводило лишь к тому, что у вас была борьба. Вы говорите, вот давай так поступим, это рационально, к примеру. Нет, не будет, будет только по-моему. И в итоге, понимаете, как вы, если и добивались, то, получается, много тратили энергии на то, чтобы доказать что-то, да. Тут так много информации различной идет, конечно, на разные, ну, знаете, кто будет спрашивать за партнера, да, кто будет за рабочие моменты уточнять, кто будет уточнять, допустим, за своих родственников, с которыми там есть проблемы, кто будет уточнять, я не знаю, там, ну, разные ситуации могут быть, кто с наследством вопросы решает, да, может там и с не совсем родственниками, но тем не менее вопрос есть, да, и эта ситуация как бы имеет место быть, тем более, что она забирала у вас очень много энергии. И вы знаете, вы так бесстрашно, вы вот возникает какая-то проблема, мы ее решим, а там, ой, может отступить, может еще что-то, ой, давай не будем. А вы пробивали, понимаете, вы-то пробивали то, что нужно и то, что правильно, но по итогу отдачи, понимаете, никакой. Вы как будто вот с кем-то, но сами по себе. То есть, знаете, это из области, ой, давай пойдем там войной на какое-то государство, вроде бы собрались все воины, вы впереди, вы ринулись в атаку, а все остальные стоят и смотрят, как вас убивают. Вот что-то из этой области, понимаете? Ну, я думаю, понимаете. Давайте-ка посмотрим теперь, а что же вы приобретаете, да, с вот этой вот утратой. Что вы приобретаете? А вы приобретаете то, что у вас спадает пелена. Пелена по поводу того, как строить взаимоотношения с родственниками, на работе, с коллегами, с партнерами, с мужчинами, с женщинами. Если, мальчики, смотрите, то это для вас. Вы вот производите, знаете, такой колоссальный переворот внутри себя, как нужно верно строить отношения для долгосрочного сотрудничества, потому что у вас очень было много иллюзий. Вы отдавали, но не получали взамен. Вот что вы приобретаете. Здесь еще очень хорошо показано, знаете, какая ситуация. Кто-то из вас поснимал мороки и оморочки с себя. И причем вроде как и сердце разбитое, 10 мечей, и 8 кубков, и 2 пентаклей, и тут 5 мечей. В общем, трэш и угар, все это резко, быстро навалилось
Но вот у меня ощущение, что вам, вот, ну, как бы, понимаете, тяжесть-то тяжесть, но вы как, фу, выдохнули, понимаете? Вам вроде бы и больно, и обидно, и досадно, но вот радость от того, что вы избавляетесь или уже избавились, она куда больше. Сейчас вот этот вот осадок горечи уйдет, и все будет классно. К надеждам вас это ведет вашим. Вы теперь простраиваете планы о том, как будет в дальнейшем все у вас складываться. Энтузиазма у вас будет предостаточно. Взгляд в будущее у вас есть. Вы идете за своими мечтами, за своими надеждами. Здесь еще сотрудничество у вас будет. Не переживайте. И здесь опять... тройка выпадает, то есть треугольники, кстати, треугольники не только могут быть в партнерстве, в паре, да, там он, она и его жена, или он, она и ее муж. Это может быть также вопросы внутри семейного круга, то есть 3 человека задействованы могут быть. И это куда... ну, как по моему мнению, куда большая неприятность, чем обычный треугольник любовный. Что у вас открывается? То, что вы простраиваете для себя новые цели и по-новому смотрите уже на этот мир. Прошу прощения. У вас появляется сильное желание осуществить ваши мечты, и это правильно. Так, давайте-ка следующий вопрос, он звучит так. К чему мы придем, если не изменим свой курс? То есть не уйдем, да, останемся, продолжим терпеть, продолжим идти на компромиссы. Что мы получим? Во-первых, получим крадник на финансовый канал, причем очень быстренько, причем от ненадежного человека, причем с выяснениями отношений. Это из области, опять же таки, обещаю, такое, знаете, быстренько сейчас все сделаю, порешаю, все будет, все будет. По факту, поняли, да? Такой мыльный пузырь, короче говоря. И будут крадники на финансовый канал. Да, будут какие-то тайны, придется прислушиваться к интуиции. Вторая карта, которая говорит, даже третья, которая говорит о том, что будет магия на финансовый канал, на ваше изобилие, на ваши плоды, вообще на вашу личность и на вашу самооценку. Тут, знаете, как обнулят много какие ваши уже нынешние наработки, введут в обман. Очень быстро все обнулится, знаете, и по всем фронтам. Причем огнем по вам будут работать, вам придется много огнем работать. И здесь, знаете как, вот захотят... Опять же таки и мороки на вас эти накинуть, это однозначно, чтобы вы снова верили в то, что никогда не сбудется. Давайте вот так вот, уже не буду растягивать.
То есть поверили в то, чего никогда не будет. Причем еще с вас и качать будут в этот момент. Вам расскажут, знаете, прекрасные сказки, лишь бы вы дальше вкладывали свою энергию. Но ваша энергия будет идти в чьи-то мечты, а не в ваши личные. Вот в чем вопрос. Так, к чему придем, если изменим курс? То есть, как я говорила вот здесь, да, что вы простраиваете планы на будущее, избавляетесь от иллюзий. Очень много планов. Вторая карта звезды выпадает. Ну что будет? Во-первых, те, кто искал семью, те, кто хотел только нормальную семью, понимаете? Не так, как сейчас у вас тяжело все это, да, приходится доказывать, что вы лучшая или тому подобное. Девочки, уважайте себя, я не знаю, на сколько процентов, не связывайтесь с товарищами, которые женаты, понимаете? Это, честно вам сказать, это как это как рыться в мусорке. Вот я вам вот честно скажу, если мужик не закрыл вопросы со своим прошлым, это тряпка. И вы, поверьте мне, поверьте, вы возьмете на себя его проблемы, его карму. Карму этой женщины, которую он обидел и не дорешал какие-то с ней вопросы, понимаете? Его детей тоже на себя потянете. Оно вам надо? Я думаю, и нафиг не всралась. Почему? Потому что как бы сейчас такое время, когда у каждого вообще отдельно очень много проблем. И прежде чем кидаться в бой, решать чьи-то, нужно сразу свои как-то разгрести, да? И я вам хочу сказать больше. А когда приходит достойный мужчина в вашу жизнь, девочки, это я к вам, этот мужчина уже решит все вопросы со своим прошлым, оно у него будет закрыто, и закрыто, знаете, вот с достоинством. Если есть дети, значит, там по-своему это решается. Если просто жена, это по-другому решается. Если были завязки какие-то, что мама лезла в отношения, эти гештальты тоже перекрываются и тому подобное. То есть нормальный мужчина, и, кстати, мужчины, если вы смотрите, нормальная женщина, в новые отношения вот целостные люди не тянут вот этот багаж прошлого. Его просто нет, понимаете, они уже решили эти вопросы. Так вот здесь и у вас, знаете, что у вас будет? Кто на работе на плохой сидел, получите хорошую работу. Кто не мог, допустим, вообще ее найти, найдет. Кто искал партнера достойного, понимаете, достойного. Но для того, чтобы и встретить достойного, нужно быть также и вам достойными. Понимаете, этого партнера? Вы же не забывайте, что мы притягиваем лишь то, что является нашим отражением. В общем, ладно, об этом можно долго еще беседовать. Тут главный аспект того, что деньги будут. Мечты сбываться будут. Партнер достойный будет. Кто хотел деток, тоже будут. Возможно, не с этим человеком, не в этой ситуации, но будет, понимаете? Да, тут у вас по менталу прорыв, интеллектуальные новые идеи, сильная воля. Вы отсекаете лишнее, идете вперед, только к цели. У вас путаница исчезнет полностью, придет ясность. Кстати, отвага тоже придет. Вы сбалансируете свои чувства и интеллект. Вы станете сильнее, вы уже просто так раздаривать свои эмоции, абы кому не станете. В абы что. Вы не станете вкладывать энергию.
При этом, вы знаете, как не будете уже бежать от своих эмоций. То есть, если что-то не нравится, говорите, нравится, похвалите. Все очень просто, да, здесь по решению высших сил, ребята, вы получите то, что вы желаете. У каждого свои моменты, да, кто чего хочет. Здесь у вас открывается внутренняя сила на то, как правильно выстраивать партнерство и соблюдать при этом баланс. Ну и давайте совет теперь для вас погляжу, что вам стоит делать. Вот здесь и сейчас, да, с этой ситуацией уже все понятно, все разобрано. В принципе, вот по раскладу, по энергетике расклада, вы все понимаете. Вы вышли за порог. Теперь ваша задача убежать как можно дальше. Вот серьезно. И не слушать, не вслушиваться вот того, в тот бред, который несут те, кто остался вот в своих этих 4 стенах, в своей закомплексованности, в своем вот этом вот дьяволе, понимаете? Пусть они там варятся сами в этом своем болоте. У вас тут отличнейшие перспективы открываются. Итак, вот здесь и сейчас совет для вас. Вот прям сегодня, да, чтобы вы поняли, что теперь мне ясно, очень много чего стало. И как бы куда курс дальше держать. Вот четко и конкретно, что вам нужно делать. Королева мечей, человек, который держит свои границы. Иерофант и тройка кубков. Поднимаем свои вибрации, прокачиваем чакры. Кому интересно, изучаем эзотерику, религию, астрологию, астрономию. Кому интересно, курсы живописи, все, что вам угодно, вообще все, что вас выводит на новый духовный уровень. И кстати, вы попадете в новое общество. У вас будут люди, вот, то есть что вам делать? Идти во все новое. Вот так вот. Особенно в то, что вам приносит удовлетворение. То есть, знаете, не просто радость, да, там некоторые могут просто прибухнуть, и им уже весело, хорошо и забавно, а внутри пустота. Нет, здесь нужно наполняться. Понимаете? Вот каждый из нас знает и помнит такой момент, когда в детстве мы только просыпались, видели, как солнечные лучи в окно, да, нам светили, и мы такие: блин, какой классный сегодня день, просто, ну, здорово. Вот мы взрослеем, мы теряем вот этот вот восторг, мы уже не можем, да, даже рядом вот как-то приблизиться к такому же состоянию радости, только от того, что у тебя сегодня солнце в окно светит. Не дождь там, да, вот солнце, ну, вот классно. Хорошая погода, хорошее настроение. Так вот, вот здесь у вас будет это чувство и ощущение. У вас будут новые знакомства, причем люди ваших вибраций. Но здесь еще держите ваши границы. Не каждого подпускайте к себе. Доверяй, но проверяй. Вот из этой области. Здесь однозначно духовный рост. Любые. Хотите религию, уходите в религию. Я не знаю, там. Понимаете, что вас духовно поднимает то, что вы врач-стоматолог. Окей, идите учитесь на стоматолога. Вообще не вопрос. Но еще момент. Это из радостного. Еще момент по поводу границ. По отношению к тем, кто вас недооценивает, унижает, предает, обижает, заставляет находиться в дуальности, манипулирует вами. То есть здесь вот меч достали и голову с плечем. Тут же и не раздумывая. При этом идти в духовность, да.
Делайте, что хотите, но вы должны оставаться в гармонии сами с собой. Знаете, что вам нужно делать? Вы не должны находиться в стрессе. Если вам какие-то обязанности в тяжесть, скиньте их на кого-то. Либо просто перестаньте их выполнять. Или отложите. Не так рьяно беритесь, я не знаю там. Вы, к примеру, вы хотите, чтобы в доме у вас было всегда чисто, да? Но если вы будете убирать каждый день по 2 часа, то о какой духовности речь, вам уже ни черта не захочется, да? Плюс там дети, плюс там муж, плюс готовить еще надо. Так вот, не каждый день убирайте, а раз в неделю. Придет время, вы наймете человека, который это будет делать. Знаете почему? Потому что вы поймете, насколько важно быть наполненной здесь и сейчас. И если вы наполнены, то к вам и достаток придет, и развитие придет, и все рядом будут счастливы, и особо по карману не потянет домработница, либо уборщица, которая вам будет помогать. И вот эта ситуация применима к каждой сфере вашей жизни. Любовь, гармония, будьте верным себе. Ну вот то, что вас тянет, избавляйтесь от него, иначе вы не войдете во свою внутреннюю силу, понимаете? Вы не приручите внутренних своих демонов, даже с помощью духовности. А поверьте мне, когда мы начинаем выходить из материалки и повышать свои вибрации, то физический мир начинает придумывать 1001 предложение, как вам помешать сделать то, что вы наметили. Как на вас повлиять? Ну, так майя устроена, так этот физический мир устроен. И неспроста, поверьте мне. Вот избавьтесь от каких-то своих лишних дел, да, из-за которых вы перегружаете себя, и вы почувствуете тут же облегчение. То есть не накручивайте себя, что если вы что-то прекратите делать менее усердно, чем вы делали это до вот этого момента, то вы станете какой-то не такой. Вы не будете какой-то не такой, вы просто уделять будете больше времени себе любимому. Вот и все. Вам нужно здесь отстаивать свое и преодолевать страхи. Вот такой вам был совет. Пишите мне, понравился ли вам расклад. Интересно, конечно, получилось. Что самое парадоксальное, да, я посмотрела просто по колоде Таро. Вот. Какие карты выпали, думаю, надо посмотреть этот вопрос. И вот после расклада могу вам сказать так, если бы я лет так 10, да и 6, да и 4 года назад, там разные ситуации были, он бы мне чертовски помог. Потому что есть такие моменты, когда ты интуитивно понимаешь, что правильно сделать, а тебя сдерживают обстоятельства, какие-то обязательства. Причем, знаете, зачастую это те обязательства, которые мы сами на себя навешиваем. А ведь, по сути дела, мы никому ничему в этом мире не должны. Вот так вот. Так что, ребят, пишите мне ваши комментарии, делитесь вашими историями, впечатлениями. Оставлю, наверное, пусть этот туз пентаклей к нам все-таки придет через время, да? Даже нет, не так. Вот эту карту хочу нам, карту звезды, пусть она будет. Пусть она нам будет путеводной звездой, чтобы мы не метались, то есть не мечитесь, да? Идите за своей мечтой, все.
Не надо там думать, а что, вот я потеряю. Не потеряете. Те, кто ваши, вы не потеряете этих людей никогда. Ни при каких обстоятельствах. Они всегда будут с вами, они всегда вас поддержат, даже если не поймут, да, вашего решения сразу, они всегда будут вас поддерживать. И не скрывать, не хитрить, не манипулировать. Это очень важно в наше время. Дорогого стоит, я бы вот так даже сказала. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь и желаю вам добра этого мира. Пока-пока.